Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать, чем можно провести подкормку кабачков для того, чтобы существенно прибавить в урожайности. Мы выращиваем небольшое количество растений, всего 6 кабачков, но даже такого небольшого количества нам вполне хватает обеспечивать себя и своих друзей и знакомых. Мы выращиваем 3 отличных сорта, высокоурожайных, и получаем хорошие урожаи, даже не применяя подкормки. Смотрите, желтый кабачок Golden Glory. Банановый тип такой букета, вязаночка целая, это Golden Glory. Следующий сорт, который мы выращиваем, друзья, Корделия. Смотрите, сколько навязано на одном кустике. Достаточно большое количество, с учетом того, что вот это молодые огурчики, говорю, молодые кабачочки, которые тоже совсем скоро будут подрастать. И третий сорт кабачка, который мы выращиваем, Супремо. Они совсем другие по цвету. Как вы могли заметить, 3 разных цветов мы выращиваем кабачки. Желтые, традиционно белые, и вот такие темненькие. Но все они нежные, все они мягкие, все они вкусные, все они ранние и высокоурожайные. Кабачки очень любят грунт, наполненный органикой. Поэтому перед высадкой рассады мы вносили в землю, в почву органическое удобрение в виде перегноя из расчета 10 килограмм перегноя на 1 квадратный метр. Затем все это закультивировали. И именно в таком пушистом грунте корневая система кабачков, впрочем, так же как корневая система огурцов, тыквы, патиссонов, будет распространяться и разрастаться очень хорошо. Будет повышенное дыхание у корневой системы и, естественно, хорошее развитие в результате надземной части. Ну, хорошее развитие надземной части, понятное дело, хорошее плодоношение. Мы до настоящего времени ни одной подкормки своим растениям не проводили. Благодаря всего-навсего 2 вот этим пунктам. Правильный выбор сортов и правильно подготовленная перед посадкой почвы. Но есть третий момент. Это своевременное и регулярное обеспечение растений влагой. Поскольку листья на кабачках, ну как и на огурцах, впрочем, достаточно лопушистые, то есть обладают большой испарительной поверхностью, то, понятное дело, всегда в прикорневой зоне почва должна быть влажной, что мы сейчас можем и наблюдать. Этих урожаев для обычного огородника, я считаю, вполне достаточно. Хороший урожай, который получен естественным путем, без применения подкормок. Если же вы хотите повысить существенно свой урожай, то без подкормок, к сожалению, не обойтись. И лучшей подкормки, чем настой курника, либо настой коровяка, я в данном случае не вижу. К этим подкормкам вот огурцы, тыква, кабачки относятся очень положительно, очень благосклонно. И при проведении таких подкормок хотя бы раз в 10 дней мы существенно увеличиваем урожай. По 1 литру разведенного раствора, а разводил я его как? Замачивал куриный помет, затем пол-литровую баночку растворял в 10 литрах воды. И вот сейчас полученный раствор мы и применяем, поливаем под корень. По 1 литру полученного раствора под корень. Такую подкормку раз в 10 дней проводим. И существенно увеличиваем урожай. Если вам нужен урожай больше, чем вы видите сейчас на своих экранах, то вполне можете ее применить. В составе курника, как и коровяка, присутствует полный набор элементов, необходимых для хорошего развития растений, но азот немножко в повышенной дозе, так сказать, фосфор, калий, микроэлементы, все присутствует, полное органическое удобрение. В общем, все, что, как говорится, доктор прописал. Предвижу вопросы зрителей, чем можно заменить. Не у всех есть курник, не у всех есть коровяк. Друзья, если есть у вас органоминеральное удобрение Ростконцентрат с повышенным содержанием
азота. Вот я бы советовал применить его. В его составе повышенный азот, также фосфор, калий, микроэлементы и плюс гуминовые кислоты, то есть гумат. А гумат поможет растению взять труднодоступные элементы из почвы, и растение быстрее будет развиваться и, как следствие, будет более обильно плодоносить. Если же нет у вас ни курника, ни ростконцентрата, то можно применить третий тип подкормки, который тоже в принципе подойдет. Это минеральное удобрение с формулой, в которой будет в одинаковых количествах азот, фосфор, калий. Ну, как пример можно применять удобрение Мастер с формулой 20-20-20. Либо удобрение Терафлекс с похожей формулой, Полифит с похожей формулой. Главное, чтобы соблюдалось соотношение азота, фосфора, калия. А на этом я свое видео закончу. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.